Всем привет, с вами Оля, и в этом видео хочу показать вам, как проходит мое утро. Встаю я обычно около 8 часов, иногда раньше, иногда позже, по-разному, но слишком рано я не встаю, так как ребенок у меня сейчас учится дома дистанционно, поэтому вставать слишком рано мне просто нету смысла. Первым делом у меня, конечно же, обнимашки с Бруно, но потом встаю и отправляюсь в ванну умываться. Ну, теперь можно считать, что я окончательно проснулась и прихожу на кухню. Там меня уже встречают два моих пернатых друга. Самое время их покормить. И, кстати, на камеру они ведут себя очень воспитанно, не как обычно кричат. Хотя, в принципе, вы слышали их крики в остальных моих видео. Ну, а я первым делом, когда прихожу на кухню, выпиваю стакан воды. Я пью прям холодную воду, хотя знаю, что многим легче пить теплую. У меня с этим проблем нет. Ну а теперь начнем готовить завтрак. Хочу сегодня попробовать новый рецепт. Для него взяла 360 грамм творога из брикетов 5% жирности. К нему же сразу же добавляю 180 грамм сливочного сыра типа Филадельфии. Также подсластитель, у меня это 2 столовые ложки сахара. Можно, кстати, добавить чуть больше, если любите сильно сладкое. Хорошенько перемешиваем. Кстати, еще добавила немного ванилина для запаха. Также нам понадобится 2 желтка, белки не понадобятся, поэтому отделяем их и отставляем в сторону. Добавляю 50 мл молока и хорошенько перемешиваю массу до однородности. 2 столовые ложки кукурузного крахмала можно заменить на картофельный, либо же на муку, и хорошенько перемешиваем. Стеклянную форму слегка смазываю маслом, чтобы ничего не прилипло к ней, и отправляю в нее массу. Равномерно распределяю. Будем, кстати, выпекать мы наш десерт в микроволновке. Сверху выкладываю замороженную вишню. Можно использовать любую другую начинку на ваш вкус. Ну а теперь ставлю в микроволновку. Ну, кстати, в духовке тоже, я думаю, можно легко его приготовить. В микроволновке я сначала готовила его 5 минут, а потом добавила еще 5 минут времени, потому что мне показалось, что он сыроват. И, в принципе, на этом он готов. Мощность была максимальная 950 Вт. Мой муж еще спит, поэтому кофе я сейчас делаю только себе. Добавляю молоко. Кстати, этот десерт лучше кушать охлажденным, он так получается вкуснее. Поэтому лучше поставить его на некоторое время на балкон, либо же в холодильник, если есть время ждать, пока он охладится. А так вообще очень нежный десерт, но не могу сказать, что он мне прям очень сильно понравился. Ну а теперь самое время погулять с Бруно. Хотя я уже выводила его один раз, только как проснулась, чтобы он быстренько сходил в туалет во дворе, потому что он еще маленький и слишком долго терпеть не может. Ну а я одеваюсь, у меня, кстати, носочки с Бруно, и мы отправляемся на прогулку. Конечно, погода такая, что гулять большого удовольствия нету. У Бруно особенно видно по его лицу, что он не очень хочет гулять. Но деваться некуда. Конечно, уже хочется, чтобы поскорее зима закончилась. Надеюсь, что это последний снег в этом году у нас. И скоро уже потеплеет, будет солнышко, а не вот этот вот лед и снег. А тут Бруно уже намекает мне, что пора идти домой. Он сидит и смотрит в сторону дома. И вот, как видите, сейчас будет тянуть меня просто поскорее домой. В общем, гулять в такую погоду нам не очень нравится, но что поделаешь. К этому времени мои уже проснулись, позавтракали, и я сейчас слегка приберу на кухне. Я вообще стараюсь перед тем, как начинать какие-то дела, поддерживать чистоту в доме, чтобы как минимум на кухне все лежало по своим местам, потому что я либо же буду снимать что-то на кухне, либо же буду монтировать видео за ноутбуком.
Ну, а, кстати, из оставшихся белков, думаю, на ужин приготовим какой-то белковый омлетик. Пока я на кухне, сразу же выпиваю еще стакан воды. У Лёши уже перемена, поэтому он немножко играет с Бруно, а я тем временем решила привести в порядок свою прическу, потому что после прогулки она стала совершенно неаккуратной. Я решила сделать себе вот такие вот волны с помощью плойки. Давно не делала такую прическу. Иногда под настроение мне нравится делать себе кудряшки. Ну или что-то наподобие того. Также решила сделать себе такой легкий мейкап. Хоть я работаю и дома, все равно хочется выглядеть красиво. Ну, тем более, что я снимаю видео. Наверное, буду еще снимать сегодня какие-то сторис для Инстаграма, поэтому легкий макияж не помешает. Ну и для настроения тоже. Сегодня я планирую монтировать это видео, потому что хочу опубликовать его уже сегодня вечером, поэтому мне предстоит несколько часов работы за компьютером. А также у меня сейчас в процессе работы новая программа питания, и осталось очень много работы по ее оформлению. А также надо же спланировать еще и съемку следующего видео, написать список продуктов и рецептов для него. Ну а утро у нас уже закончилось, так что буду с вами прощаться и надеюсь, что это видео вам понравилось. Увидимся в следующих роликах.